Итак, 4-я серия нашего мини-сериала по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. И можно сказать, что эта серия является одной из самых важных, потому как сегодня мы будем устанавливать двигатель и Дэдвудную трубу, то есть грибной вал, на котором будет фиксироваться винт. Поскольку это два самых важных элемента любого корабля, насколько качественно мы их установим, так наш корабль и поплывет. Но вначале я хочу сделать небольшое отступление. Помните, в конце прошлой серии, где мы подготавливали наш корпус, сверлили большинство необходимых отверстий, в конце мы просверлили отверстие для фиксации защитки винта и пера руля. И я тогда сказал, что вот здесь вот гайки с этой стороны необходимо максимально хорошо зафиксировать, сделать их едиными с корпусом, чтобы они не прокручивались. Чтобы когда мы склеим днище с крышкой, сюда уже не будет доступа, но при этом, чтобы мы смогли отсюда выкручивать винты, снимать защитку, там, допустим, поменять винт и защитку поставить на место. Потому что если здесь их не зафиксировать, когда мы открутим винт, соответственно, эта гайка улетит в корпус, и мы уже назад ее не сможем поставить. Ну или она будет просто прокручиваться, и мы не сможем ничего не открутить, не закрутить. Так вот, я это попробовал сделать не на камеру, и это очень хорошо. Потому как вначале я эти гайки рассчитывал закрепить вот таким вот клеем. Это эпоксидный клей двухкомпонентный. Вот смешивается тюбик А и тюбик Б в одинаковых пропорциях 1 к 1. И получается довольно такая мощная масса. И еще этот клей называют холодная сварка. Он неоднократно меня уже выручал. Вот я взял этот клей, его приготовил, обмазал вокруг все гаечки, все, наложил еще такой хороший слой, в несколько этапов клеил. Он хорошо застыл. И потом, когда я попробовал открутить этот винт, понятно, что когда мы притягиваем вот этот вот металл, где-то небольшая идет деформация пластика. И когда я этот винт попробовал открутить, пластик где-то сыграл, и этот эпоксидный клей просто красиво отстал от нашего днища. То есть почему-то АБС-пластик не подружился с этим клеем. Клей застыл намертво, гайки в нем схватились вообще, так что еле кусачками их оттуда поосвобождал. И я понял, что этот клей нам для этого не подойдет. Поэтому я взял вот такой вот клей Титан. Титан Классик, известный клей. Кстати, на него мы будем здесь клеить практически все. Очень мощный клей. И его преимущество в том, что даже когда он полностью застывает, он такой получается немного, хоть и твердый, но он все равно немножко такой эластичный. И даже если будут какие-то деформации пластика во время, допустим, откручивания этих винтов, то ничего не произойдет. Он не отпадет. Вот, я взял здесь довольно так хорошо все это обмазал. И еще даже пока клей был жидкий, я сюда вырезал и вставил вот такую вот сеточку из стекловолокна. Это, наверное, не обязательно было делать, но это тот самый случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому что если где-нибудь будет какая-нибудь разгерметизация, где-то начнет что-то течь, придется разбортировать корпус. А этого делать совсем не хочется. Ну и вот здесь вот этот штырек, который заходит в корпус, я тоже подлил вот этим клеем. Но поскольку стынет он очень долго, я вначале дал тут небольшой слой, он застынет, и тогда уже, наверное, вместе с Дэдвудом мы все это обольем еще раз очень хорошо. И тогда он уже спокойно будет себе застывать. Ну, в общем, вот так вот получилось. Все хорошо держится, я уже проверял. Винты раскручиваются, гайки не прокручиваются. Все как надо. Ну и теперь приступаем к нашему двигателю. Значит, для того, чтобы мы смогли зафиксировать двигатель в корпусе нашего кораблика, нам необходимо изготовить мотораму. Если простыми словами, то моторама — это кронштейн, на котором фиксируется двигатель. Я, в принципе, недолго думал, из чего же нам ее сделать. Просто померил наружный диаметр двигателя, это у нас 35 миллиметров, и купил метровый алюминиевый уголок с одинаковыми полками 40 на 40 и толщина металла 2 мм.
Конечно, метр нам не нужен, но надо гораздо меньше, но просто меньше метра никто не продает. Почему алюминий? Во-первых, легко найти, во-вторых, он легкий, в-третьих, прочный, и в-четвертых, он не ржавеет. Просто идеальный материал для создания моторамы. Какой же ширины я буду делать мотораму? Вот у нас есть два таких продольных ребра. И вот я решил сделать не такую вот маленькую, как некоторые делают, а отсюда и до сюда. Моторама упрется в эти ребра, она создаст дополнительную жесткость этому корпусу. Плюс здесь очень удобно ее зафиксировать, потому как здесь идет такой пологий спуск, а здесь площадка ровная. И здесь площадка, соответственно, ровная. Здесь можно будет ее приклеить хорошо и довольно легко будет выставить. Я уже заранее за кадром сделал вот такую вот заготовочку. Если у кого-то будет такой же корпус, просто отрезаем 160 миллиметров. 160 миллиметров кусочек уголка. И вот он идеально сюда ставится. Делаем небольшой люфтик, чтобы потом можно было выставить, когда уже будет здесь грибной вал, чтобы мы могли где-то сыграть и выставить максимально ровно. А так, в принципе, вот он сюда становится идеально. То есть я отрезал 160 миллиметров и вот эти углы отрезал под 45 градусов и здесь все это дело закруглил. Нам эти углы не нужны, они, во-первых, будут там, если мы через лючок туда засунем руку, можно порезаться об них. Да и плюс они дают дополнительный вес. Я их обрезал, тут закруглил и уже вот даже прочертил, вот как-то так поставить, чтобы было видно. Вот прочертил центр. Это очень важная линия, чтобы у нас двигатель выходил по центру. И вот так вот это будет установлено. Значит, как мы будем делать? В какой последовательности? Значит, сначала мы должны здесь сейчас все просверлить под двигатель. Двигатель будет становиться вот так. Здесь мы должны просверлить центральное отверстие, чтобы вышел вал. И боковые отверстия, чтобы зафиксировать двигатель на винты. Сразу важный момент, когда будете подбирать винты, потому как двигатель продается без винтов. Когда будете подбирать винты, если туда вот посмотреть, не знаю, на камеру может не видно, но в общем, если туда заглянуть, там стоит вот этот вот ротор, на котором находится медная обмотка. Если эти винты мы возьмем слишком длинные, то когда мы их будем затягивать, огромная вероятность повредить обмотку на роторе. Поэтому все это дело вымеряем, учитываем толщину самого материала, из которого изготовлена моторама, и делаем так, чтобы винт прошел через мотораму и зашел в резьбу на двигателе. И все, длиннее не надо, это очень важный момент, потому что можно испортить мотор и потом придется заказывать или искать ротор, потому как это обслуживаемый мотор, его можно разобрать и заменить. Или искать ротор, или покупать двигатель новый, если ротор не найдете отдельно. Значит, возвращаемся к нашему кораблику. Надо установить сюда двигатель. Затем, вот где у нас киль, и где он заканчивается. Вот в этом торце мы должны просверлить отверстие. Это мы сейчас снимем. Просверлим отверстие. Вставим сюда дедвудную трубу. Соединим ее с двигателем. И уже будем подбирать, где конкретно мы поймем, где будет стоять двигатель. И сможем подобрать вот этот вот наклон. Потому как дедвуд будет, соответственно, находиться у нас под небольшим наклоном. И чем этот наклон меньше, тем, соответственно, лучше для ходовых характеристик кораблика. И, конечно же, скорее всего, нам вот этот вот уголок придется вот так вот согнуть. То есть вот этот угол, который сейчас 90 градусов, нам нужно будет его развернуть. Потому как, то есть сделать более развернутым. Потому что у нас вот стоит двигатель. Если мы так это все дело оставим, у нас вал смотрит просто прямо.
А у нас он должен смотреть вниз под определенным углом и четко соединиться с вот этой вот соединительной муфтой. В общем, приступаем к сверлению моторамы и засверливаемся вот здесь вот в корпусе. Ну а сделать разметку моторамы под двигатель достаточно просто. Я буду называть, конечно же, размеры под свой двигатель. Если у вас будет такой же двигатель, вы можете эти размеры брать во внимание. Если двигатель будет другой, ну там, конечно, вам нужно будет померить свой двигатель. Значит, вначале нужно найти вот этот вот центр. Мы знаем, что у нас длина моторамы 160, значит центр это у нас 80 мм от края. Этого края и, соответственно, этого края. Проверяем, чтобы был ровно центр. Это очень важно. Теперь берем двигатель, прикладываем вот сюда и меряем расстояние от этой полки до середины вала. В моем случае это 18 мм. Но поскольку мы будем делать разметку с этой стороны, мы учитываем еще толщину вот этого металла. Это 2 мм. То есть 18 мм плюс 2 мм это 20 мм. Поэтому от этого края отмеряем 20 мм и прочерчиваем линию. Теперь берем двигатель и меряем расстояние от центра вала до центра вот этого крепежного отверстия. Ну, второе отверстие, оно, соответственно, будет на таком же расстоянии, как и вот это. Я вот один винт открутил, чтобы было удобнее мерить. И здесь получилось 13 миллиметров. Вот я уже выставил штангель. Тут 13 миллиметров. Значит, нам надо от этого центра, я уже его, кстати, накернил. Тут уже есть углубление. От этого центра отмерить по 13 миллиметров в эту и в эту сторону. Все, вот у нас есть 3 отверстия, которые мы должны просверлить. Только здесь мы сверлим под диаметр винтов, а здесь уже под диаметр. Причем здесь надо не просто под диаметр вала, а именно под диаметр вот этот вот, который вокруг вала. Это 11 миллиметров. Ну, можно сделать и 12 даже, если нет сверла на 11, потому что довольно редкое сверло. Все, теперь сейчас я все это керню и буду сверлить. Ну и вот, когда я просверлил все отверстия, что в результате у нас получилось? Если посмотреть вот так снизу, мы видим, что у нас центр вала проходит четко по вот этой нашей линии. Если вдруг во время сверления у нас произошло какое-нибудь смещение, мы можем просто взять круглый надфиль и, например, если у нас смещение произошло влево, мы просто подпиливаем надфилем правую стенку отверстий, делаем такое его более овальное и двигатель смещаем так, чтобы вал был четко по центру линии. Еще раз повторюсь, это очень важно. Так, ну у нас все четко. Я все уже зафиксировал винтами. И вот так это будет установлено. Ну а конкретно где именно, сейчас мы узнаем, когда просверлим здесь отверстие и установим Deadwood. Вот то, что я говорил, что нам уголок придется наклонять. Потому как, видите, если соединить Deadwood, он у нас просто смотрит вперед, а должен смотреть вот туда вот. Где-то вот так. Ну, сейчас я все это сделаю, потому что на камеру будет неудобно. Здесь очень действительно такие важные моменты, что надо хорошо сосредоточиться. Я сделаю и покажу. Фух, наконец-то просверлил это отверстие. Вообще скажу так, хоть в этом корабле достаточно много разных отверстий, но есть два самых важных и самых стрёмных, где нет вообще права на ошибку, и надо сделать все очень четко.
Первое это вот это отверстие под Дэдвуд, и второе еще будет под руль. Ну, с этим вроде бы справился. Значит, долго прикидывал, особенно когда тут еще не было отверстия, тяжело что-то вообще прикинуть, но я так все-таки тут попримерял и сделал таким образом. Значит, если вот так на днище поставить линейку, то центр отверстия делаем на расстоянии от днища 10 миллиметров. Вот даже видно, наверное. 10 миллиметров. То есть делаем, отмеряем центр, размечаем центр киля вот так вот по вертикали. Находим этот центр. Затем от днища отмеряем 10 миллиметров. И тут сверлим отверстие. Отверстие сверлим сверлом на 10, потому как диаметр дэдвудной трубки, наружный диаметр 10 миллиметров. Соответственно, и сверло на 10. Я в какой-то серии уже говорил о размерах своего дэдвуда, но еще напомню. Значит, сама трубка длиной 100 миллиметров и 150 миллиметров длина самого вала. Они бывают короче, бывают длиннее, но я выбрал вот такой. 150 вал и 100 трубка. Ну и раз мы уже коснулись дэдвуда, еще пару таких вот моментов. Значит, что я сделал? Здесь этот дэдвуд продавался, да и вообще большинство дэдвудов продаются с алюминиевым штуцером. Через этот штуцер потом будет закачиваться смазка в середину. Алюминиевый штуцер моментально сломался, я пытался его тут, я его откручивал, чуть-чуть подтянул, когда закручивал, сразу отломалась резьба. Вообще ерунда. Поэтому на том же Алиэкспрессе нашел по размерам того штуцера такой же точно штуцер, только из латуни. Правда, у него резьба немного длиннее идет, а нам нельзя, чтобы резьба упиралась в вал. То резьбу пришлось немножко укоротить, а так штуцер идеальный. Вот я его закрутил, посадил, кстати, на фиксатор резьбы и еще вот этим двухкомпонентным клеем, эбоксидкой, еще вот так вот обмазал по кругу, ну, для надежной фиксации, чтобы нигде он там не разбалтывался и хорошо сидел. Потом мы сюда оденем трубку и уже будем через нее закачивать смазку. Это первый момент по доработке. Ну и второй момент, вот этот вот фиксатор винта. Тут, видите, такие есть рожки у него. Эти рожки для того, чтобы мы могли фиксировать винт. Вот у каждого винта есть, вот так видно, вот тоже такие рожки. И получается, что он сюда вот так становится и не прокручивается на валу. К чему я все это веду? Этот вот бочонок с рожками фиксируется на валу вот таким вот маленьким винтиком с шестигранником. Под шестигранник. Очень важно его, вот когда вы купили, сразу раскрутите, посмотрите, все ли там нормально, поставьте на место и обязательно этот винтик посадите на фиксатор резьбы. Вот. В прошлой серии показывал. Обязательно на фиксатор резьбы. Почему? Потому как если во время эксплуатации, во время какой-то вибрации этот винтик открутится произвольно и этот бочонок начнет вращаться, то вам гарантирована бесплатная тренировка по плаванию. Потому что если начнет прокручиваться этот бочонок, соответственно на валу начнет прокручиваться этот винт, вал будет вращаться, а винт будет стоять на месте. Все, потому что видите, если винт не заходит на эти рожки, он просто вращается на валу. Вот я сейчас вал держу, а винт вращается. Но если мы его садим сюда, все, уже винт крутится только вместе с валом. Поэтому важный момент. Этот бочонок садим на фиксатор резьбы и затягиваем как можно сильнее. Нам потом разбирать его не нужно будет. Если мы меняем винт, мы просто винт одели, сюда закручиваем гайку самоконтрящуюся с пластиковой вставкой. Вот такие вот моменты по дэдвуду.
Вот эту муфту тоже садим обязательно на фиксатор резьбы. Здесь по-любому присутствуют вибрации, чтобы это тоже не раскрутилось. Хорошо, что здесь именно на этой муфте не по одному винту, как обычно, а 4. То есть с каждой стороны по 2 винта. Это надежно. Тоже все буду садить на фиксатор резьбы. И по винтам. Уже раз мы коснулись этой части. Вот я винтов тут заказал целую коллекцию. В принципе, винты выбирайте. Я там ссылку скидывал в прошлом или в позапрошлом видео, во второй части я скидывал ссылку на все вот эти комплектующие. Хорошие винты, пластиковые, прочные, все как положено. У них, в принципе, есть только, ну, понятно, у них есть параметр, это наружный диаметр, вы тоже смотрите, там, какой вам подойдет. И еще один важный параметр, это направление винта. Винты бывают левые, бывают правые. В принципе, можно выбрать как левые, так и правые. Что это означает? Что левый винт, это значит, что вал должен крутиться влево, правый винт должен крутиться вправо. Значит, выбирать можно любой, потому как на моторе меняется полярность, и он начинает крутиться в ту сторону, которая вам надо. То есть с направлением вращения двигателя вообще проблем никаких нет. Просто если заказываете много винтов, то заказывайте, например, все левые или все правые, чтобы потом просто менять винты, не нужно было ничего менять в самой электронике. И как определить левый и правый винт? Кстати, в каком-то одном видео нашел, и мне очень понравилось, я теперь только так ориентируюсь. Вот если мы ставим винт перед собой, вот какой ногой мы можем наступить на лопасть вот так вот целиком. Вот здесь, если мы стали, мы же не можем, да, вот мы становимся как бы на ребро. Но можем стать левой ногой на лопасть, вот. То есть какой ногой мы стали на лопасть, когда стоим перед винтом, значит такой и винт. Если мы сюда становимся левой ногой, это левый винт. Если мы становимся правой ногой, значит правый винт. У меня все винты левые, абсолютно все. Вот, вот на белом хорошо видно. Вот здесь мы правой ногой стать не можем, мы становимся на ребро. А вот на лопасть мы можем стать только левой ногой. Значит, винт левый. И вот так легко проверяется. Все, теперь я сейчас буду устанавливать сюда Deadwood. Для того, чтобы все четко примерить, нам на Deadwood надо будет накрутить самый большой винт. Мы будем под него ориентироваться, потому как где станет самый большой винт, там и станет маленький винт. У меня самый большой винт это 43 миллиметра. Вот сейчас мы сюда вставляем Deadwood. Сюда оденем и зафиксируем винт. И уже будем играться с вот этим вот направлением. Сейчас я все это выставлю и покажу. Итак, ну, в общем, посидел я, подумал, все это дело покрутил, повертел. И, в принципе, все гораздо проще, чем я думал. Значит, для того, чтобы нам определить такие важные параметры, как наклон двигателя, насколько нужно разгибать уголок, чтобы этот двигатель наклонить, чтобы увидеть наклон, угол наклона Deadwood, чтобы потом узнать, насколько нам этот Deadwood выдвигать из корпуса корабля, нужно просто вал Deadwood соединить с валом мотора. Пока так, просто предварительно соединительную муфту одеть на вал мотора. К Deadwood она уже прикручена. Вот, одели. И даже чуть-чуть закрутим винт на муфте. Зафиксируем, чтобы он не отпадал. Получается, теперь у нас вал Deadwood и вал двигателя это одно единое. И вот тут сразу теперь стало все это видно. Мы видим, как у нас задался угол наклона двигателя. Мы видим угол наклона Deadwood. Вот мы знаем, насколько нам разгибать уголок. Вот он приподнялся. Нам нужно его так разогнуть,
чтобы он вот этой плоскостью четко лег на вот эту плоскость, на пластик. И теперь еще один параметр, который нужно установить, это насколько же выдвигать винт из корпуса кораблика. И вот тут я столкнулся с такой вот штукой. Я вначале сказал, что будем выставлять Дэдвуд по вот этому самому большому винту. А в итоге я пришел к выводу, что этот самый большой винт я вообще использовать с этим корабликом не буду. И вот почему. Получается, при тех параметрах, которые мы просверлили, и при таком наклоне Дэдвуда, который у нас получился, этот винт, лопасти этого винта слишком близко проходят под днищем. А там от лопасти до днища должно быть расстояние хотя бы миллиметров 5. То есть этот винт нам не подходит. Конечно, можно увеличить угол наклона Дэдвуда, но я этого делать не хочу. Рассказываю почему. Во-первых, у меня этот винт всего лишь один. Все остальные винты у меня подходящего диаметра. Вот эти вот двухлопастные 40 миллиметров. Вот этот трехлопастной тоже 40 миллиметров. Ну, этот, я не помню, но он там что-то 30 с чем-то. Это самый маленький винт трехлопастной из тех, что у меня есть. А вот этот вот один винт 43 миллиметра. И получается, что все винты мне подходят, а этот не подходит. И только ради этого одного винта увеличивать угол наклона Дэдвуда — это ну, глупая затея. И вот почему. Потому что, вот наглядно показываю, если мы увеличиваем угол наклона Дэдвуда, у нас основная энергия винта уходит просто на то, чтобы поднимать задницу корабля из воды. А нам надо, чтобы энергия винта и шла на то, чтобы корабль толкать вперед. И вот когда мы увеличиваем угол наклона, у нас поднимается просто задница из воды. Когда мы уменьшаем угол наклона, у нас основная часть энергии от винта уходит на то, чтобы толкать корабль вперед. Но я думаю, это понятно. Поэтому белый винт я использовать не буду, а буду использовать все остальные винты. То есть в данном случае винт диаметром 40 мм сюда подходит идеально. Вот получается, ну, наверное, плохо видно на камеру. Выдвигаем Дэдвуд до тех пор, чтобы у нас верхушка лопасти винта была напротив вот этого вот углубления, которое предусмотрено в корпусе кораблика. Кстати, очень хорошо, что его сделали. Вот. И здесь как раз получается, вот в самой вот этой высокой части, как раз получается миллиметров 5-6 расстояние от лопасти до вот этого вот углубления. Ну и теперь вот в таком положении нужно это дело зафиксировать и как-нибудь отметить. Просто берем маркер и вот тут вот начертим линию. Мы знаем, что до этой линии нам нужно выдвигать Дэдвуд. Перед тем, как намечать, обязательно убедитесь, что соединительная муфта соединена четко, правильно, и больше ничего двигаться уже не будет. Или можно взять, например, ту же самую линейку и померить здесь. Ну, то есть, например, вот сколько там от корпуса от вот этого края киля до, например, до конца вот этого вот бочонка. Так, вот у нас выставил по линии. Вот 20, ну где-то вот так, 25 миллиметров. То есть у нас вот от корпуса до края бочонка должно быть расстояние 25 миллиметров. Это мы запоминаем. Плюс у нас тут есть контрольная линия. И будем вот так это все дело выставлять. Значит, сейчас надо немножко поработать с моторамой. Надо ее выгнуть, чтобы эта плоскость стала четко на пластик. И также я потом еще, после того, как я ее выгну, хочу еще сделать такую перфорацию. То есть просверливать отверстия, такие довольно большие, в тех местах, ну, которые нам никак ни на что не повлияют, для того, чтобы
просто ее сделать чуть-чуть легче. Нам как бы лишний вес не нужен. И здесь я сделаю отверстия тоже такие, может 3 отверстия поменьше, чисто для того, чтобы клей хорошо схватился. Чтобы он не просто там прилип к плоской полированной поверхности, а чтобы он вылез с этих отверстий. Я тут еще сверху намажу. В общем, я думаю, сделаем как надо. Поэтому занимаемся моторамой, ну и потом я покажу, что будем делать дальше. Так, ну вот этот уголок нам надо разогнуть таким образом, чтобы он разогнулся именно по углу. Чтобы не было такого, что у нас вот эта полка вот так вот выгнется непонятно как, или вот это выгнется и будет кривая, и в итоге двигатель сюда нормально не пристанет. То есть наша задача, чтобы вот эти две стороны остались идеально ровными, но при этом угол разогнулся. Для этого что могу посоветовать? Взять что-нибудь круглое или какой-нибудь металлический стержень или стальную толстостенную трубу где-то вот такого диаметра, ну в общем, чтобы диаметр был небольшой, чтобы она давила чисто на вот этот вот угол. Взять вот такой стержень и сюда дать нагрузку. Можно, например, зажать в тиски. Хорошо зажать в тиски, чтобы стержень надавил на угол и уголок у нас раскрылся. Или, например, в моем случае у меня есть гидравлический пресс 5-тонный. Я сейчас сюда прессом надавлю, он у меня тоже разогнется. Если нет ни тисков, ни пресса, можно просто что-нибудь сюда вот так поставить. И сверху просто хорошенько ударить тяжелым молотком. Поэтому сейчас иду на пресс, разгибаем уголок, ну и продолжим. Так, ну и вот что у нас получилось. Как мы видим, уголок разогнулся. Тут уже не 90 градусов, как было. Но при этом его стенки остались ровные. Поэтому вот таким вот способом, как я показал, тоже можете разгибать. Ну и теперь придется опять прикручивать двигатель, ставить Deadwood и смотреть, достаточно ли мы его разогнули. И, кстати, еще забыл сказать, когда разгибаете, лучше не догнуть, чем перегнуть, потому что потом это будет исправить уже довольно проблематично, чтобы не повредить вот эти вот стенки. Ну что ж, как это ни странно, но угадал я с первого раза. Хотя выгибал в принципе наугад, я же там не вымерял никакие углы, никакими транспортирами, ничем. Просто вот визуально думал, буду потихонечку подгибать и добьюсь того, чтобы вот эта пластина стояла четко на пластике. Но у меня это получилось с первого раза. Вот смотрите, соединил Deadwood с валом, все тут зафиксировал. И вот уголок идеально стоит на своем месте. Двигатель под наклоном. Все как положено. Теперь, что делаем теперь? Теперь я сделаю перфорацию, о которой говорил. Значит, делаем, пока так нарисую чисто схематически, 3 отверстия здесь, какой-нибудь 5-очкой, 6-очкой. 3 отверстия здесь. Одно большое отверстие здесь. Такое же здесь. И может быть еще по отверстию вот здесь. Ну, в общем, сейчас просверлю, покажу. Очень важный момент. Вот эту перфорацию делаем только после того, как выгнули уголок. Пока он еще жесткий. Потому что если мы попросверливаем и потом начнем гнуть, то его так поведет, что это просто будет капец. Пока он жесткий, пока он целый, мы его выгибаем, добиваемся правильного угла, и только потом, когда уже все четко выгнуто, тогда уже спокойно можем сверлить, потому что больше никакого усилия на этот уголок
мы давать не будем. Сверлим и продолжаем. В общем, просверлил все отверстия. Получилась у нас вот такая красивая моторама. По бокам от мотора я сделал 2 отверстия коронкой на 16. На днище сделал 3 отверстия коронкой на 22. И по бокам по 3 отверстия сверлом шестерка, для того, чтобы лучше прихватился клей. Вот. И еще, когда говорил о преимуществах моторамы из алюминия, забыл сказать о таком очень важном параметре, как теплоотвод. Так вот, в отличие от пластиковой моторамы, моторама из алюминия работает как такой своего рода радиатор. Если двигатель, например, нагревается довольно сильно, то часть тепла на себя забирает алюминиевая моторама. Хотя, насколько я знаю, такие двигатели нагреваются не сильно, прям чтобы критически, но пусть такая функция будет, если она есть. Теперь, значит, нам необходимо двигатель уже стационарно зафиксировать, уже окончательно поставить его на мотораму. Поэтому обязательно не забываем использовать гроверы. Здесь нет смысла паковать на фиксатор резьбы, потому как в самом двигателе самой резьбы не так уж и много. И плюс не хочется, чтобы этот фиксатор резьбы попадал туда в середину. Поэтому гроверы справятся со своей задачей на 100%. То есть какая-то здесь будет вибрация. С помощью гроверов у нас эти винты не раскрутятся произвольно. Фиксируем двигатель на мотораме. Затем уже окончательно фиксируем вал на фиксатор резьбы, все как положено. Выдвигаем его по метке и начинаем приклеивать. Так, намазал я все вот эти 4 винта фиксатором резьбы. Уже окончательно одел на вал Deadwood, затянул хорошо. Теперь вставляем Deadwood туда и соединяем его с валом двигателя. Винты здесь тоже уже смазаны фиксатором, осталось только затянуть. В общем, такая вот ситуация. Я довольно часто говорю фразу «тут важный момент, тут важный момент, здесь важный момент». Так вот сейчас действительно важнейший момент, который нужно обязательно учесть. Я, к сожалению, не сразу об этом подумал, но хорошо, что вовремя спохватился и все успел исправить. Значит, когда мы соединяем грибной вал с двигателем с помощью соединительной муфты, и собираемся все это дело уже окончательно посадить на клей. Перед этим крайне необходимо в обязательном порядке подать питание на мотор. Я понимаю, что на данном этапе у нас еще нет в кораблике никакой электроники и, скорее всего, даже нет аккумулятора. Но можно просто взять какой-нибудь блок питания на 5-6 вольт и напрямую на клеммы двигателя подать напряжение. Это необходимо сделать для того, чтобы вот это соединение, вот это все соединение проверить на наличие вибраций и биений. Если бы я этого не сделал, я не знаю, почему-то я начал все это дело выставлять и думаю, такая мысль проскочила в голове, думаю, дай-ка я подам какое-нибудь напряжение и просто посмотрю, как это все вращается. Я взял блок питания, подключил сюда напряжение и, образно говоря, если бы все это дело так и оставил, как это было в предыдущем кадре, то разлетелся бы корпус пополам и мотор улетел бы в космос.
Вибрация была просто сумасшедшая. Вот этот вот вал мотыляло в разные стороны. Моторама прыгала по корпусу. Звук был просто ужасный. Как это можно исправить? Во-первых, я уже в предыдущих видео говорил, что вот этих вот муфт не жалейте, покупайте как можно больше. Сколько не жалко денег. Они не сильно дорого стоят, особенно в Китае. Покупайте их сразу там 10, может даже 15. И выбирайте самую ровную. Очень важно, чтобы муфта как можно плотнее садилась на вал двигателя и на вал Дейтвуда. Вот показываю пример. Муфта из Китая. Двигатель от старого шуруповерта, но диаметр вала у него точно такой же, как в нашем кораблике. 3,17. И вот муфта тоже под диаметр 3,17. Одеваем и вот смотрим. Видим, да, как болтается. Даже если полностью одеть на вал, ну вот, болтается просто в любом положении. Во. Такая муфта по-любому будет давать огромную вибрацию. Нам такое не подходит. И вот из этого кулечка все муфты болтаются примерно так же. Я выбрал муфту с самой плотной посадкой, но этого мало. Даже если валы плотно садятся на муфту, все равно где-то что-то может вибрировать. Довести до идеала можно вот этими вот винтами. Ну, более грамотно эти винты называть гужонами. Мы видим, что два гужона у нас с одной стороны и два гужона с другой стороны. Вибрация зависит даже от того, в какой последовательности мы будем эти гужоны затягивать. Я попробовал так. Вначале затянул гужоны на одной стороне, полностью затянул, эти были максимально расслаблены. Полностью затянул на одной стороне, затем затянул на другой стороне. Вибрация уменьшилась, но все равно еще оставалась такой достаточно приличной. И что самое интересное, на биение, на вибрацию еще влияет, насколько глубоко мы вал вставим в муфту. Казалось бы, чем больше мы насадим муфту на вал, тем больше тело муфты вал охватывает со всех сторон, и вибрация должна уменьшаться. Но здесь такое не работает. Я взял, вот видите, насколько муфта не доходит, ну, насколько торчит еще из-под муфты вал двигателя. То есть я взял, здесь уже было все зафиксировано, то есть грибной вал был зафиксирован полностью. Я затянул два гужона и начал играться с вот этим вот соединением на моторе. Изначально он был, эта муфта была посажена туда максимально, потом я эти винты раскрутил и немного вал достал, где-то до половины. И опять затянул. Вибрация, в принципе, исчезла. Вот такие вот рекомендации. И таким вот образом я довел это все до идеала. Все равно какая-то минимальная вибрация будет по-любому. Где-то может не совсем ровный вал. Тем более, чем длиннее этот вал, тем больше будет проблем. И еще различные какие-то факторы могут влиять на наличие вибраций. Я веду к тому, что вообще от вибрации мы никуда не денемся, но можем сделать ее минимальной. Также вот преимущество вот этого клея, на который мы будем все это садить, в том, что когда он максимально застывает, он все равно остается эластичный, и какую-то минимальную вибрацию он все равно будет сглаживать. И все в итоге будет нормально. Питание можно подавать сюда, как я сказал, 5-6 вольт. Даже можно взять там элементарную USB зарядку для телефона. Она как раз выдает 5 вольт. Желательно, чтобы она была на 2 ампера. Туда взять какой-то там старый сломанный USB кабель, штекер, который вставлялся в телефон, обрезать, зачистить провода и подать питание на двигатель. Этого будет вполне достаточно. У меня есть вот такой блок питания. Сейчас я покажу. Такой лабораторный тип. Вот тут меняется напряжение. Вот давайте сейчас поставим вот 5 вольт. Выставим 5 вольт. Сейчас я его выключу. Напряжение уже зафиксировано. Подключаем клеммы. Причем тут не обязательно соблюдать полярность. Просто будет двигатель вращаться в другую сторону. Подключаем и включаем. Вот мы видим, что вал крутится ровно. Я в руку чувствую минимальную, вообще микроскопическую вибрацию.
Но в целом все хорошо. Вот. Даже Deadwood, в принципе, не держу. Все работает, все шикарно. Потому что до этого была вибрация, поверьте, просто колоссальная. Очень важный момент, поэтому я сделал такой довольно длинный кадр. Уделил этому много внимания, потому что это важно. Если вот это вот все у нас будет приклеено, и мы тогда уже обнаружим, что у нас вибрация, то уже исправить будет достаточно сложно. Проще всего, когда у нас все это еще находится в руках, когда мы можем нормально сесть и все это дело в руках выставить и сделать, чтобы все вращалось максимально ровно. И еще один такой момент, тоже я пока занимался этой муфтой, об этом вот подумал и сразу покажу. Вот у нас штуцер, через который потом мы уже будем сюда закачивать густую смазку. На этот штуцер у нас одевается трубка. В моем случае это такая вот трубка от компрессорного оборудования, трубка высокого давления. Но она просто у меня была. Вообще, если этой трубки нет, если бы у меня ее не было, просто заходим в любую аптеку, покупаем капельницу, и у капельницы как раз диаметр, который идеально подходит и на штуцер, и на шприц, которым мы будем закачивать смазку в Deadwood. Вот поэтому советую, пока у нас все это еще не приклеено, одеть трубку на этом этапе, потому что трубка одевается на штуцер с таким достаточно большим усилием, и чтобы мы не давили сюда вот на корпус, чтобы когда это все уже будет приклеено, ну зачем давать какое-то лишнее усилие. Поэтому пока у нас все это в руках, мы одеваем трубку на штуцер. Ну да, тут одеть, конечно, тоже не так просто. Вот если бы я это делал, когда было приклеено, уже можно было где-то что-то сместить, что-то согнуть. Вот одеваем трубку на вал. Ну, сейчас я за кадром ее натяну туда посильнее, просто сейчас неудобно. И затем еще на всякий случай, чисто для подстраховки, вот тут вот прихватим таким вот пластиковым хомутом. Ну, а длину пока оставляем такую с запасом. Нам нужно будет потом уже прикинуть и отрезать лишнее. Длина трубки должна быть такой, что когда мы одеваем крышку, у нас эта трубка должна спокойно достаться с-под люка нашего кораблика. И мы могли, когда все это дело будет склеено, чтобы мы могли взять шприц и иногда добавлять смазку в наш Deadwood. Вот такие вот довольно важные рекомендации. Поэтому сейчас я продолжаю. Все выставляю. Трубку одену более плотнее. Затяну ее хомутом. Выставлю наш Deadwood. И приступим к склейке. Так, ну в общем я еще раз все перепроверил. Все уже окончательно выставил. Значит, Deadwood выдвигал из корпуса настолько, чтобы у нас лопасть винта была по центру. Ну, там снизу не будет, скорее всего, видно и мешает защитка. Чтобы лопасть винта была по центру вот этого вот углубления на днище. И чтобы расстояние от лопасти до днища, вот когда лопасть у нас находится в таком верхнем положении, в вертикальном положении в смысле, чтобы от лопасти до днища было где-то миллиметров 5 зазор. И отметил, сделал метку маркером на Deadwood. По эту метку мы будем Deadwood выдвигать из корпуса, чтобы вниз уже туда не заглядывать. И также отметил карандашом вот на корпусе, сделал метки, границы, где будут располагаться моторама. На всякий случай я сейчас возьму кусочек наждачки и вот здесь, вот в этих границах, где будет моторама, я сниму вот этот глянец на корпусе, чтобы клей еще лучше пристал к пластику. Ну и то же самое сделаю с обратной стороны на алюминиевой мотораме. В принципе, все выставил. Сейчас уже винт нам не нужен. Винт можно будет открутить, чтобы это можно было достать. И еще такой момент, когда мы будем приклеивать, очень важно,
чтобы вот эта трубка, видите, она же у нас вот так вот ходит. То есть, чтобы эта трубка была максимально уперта в тот бочонок, который удерживает винт. Так, сейчас, наверное, лучше я это покажу, потому что такое нельзя пропустить. Потом будет очень грустно, если мы это приклеим в неправильном положении. Так, вот. У нас здесь есть свободный ход, то есть сама трубка ходит от муфты соединительной до вот этого бочонка, который удерживает винт. И когда мы будем приклеивать эту трубку в корпус, надо, чтобы максимально трубка была вот так. Здесь может быть или подшипник, как у меня. Кстати, я этот подшипник отдельно заказывал. Или здесь, если в стандартном комплекте Deadwood, если покупать стандартный комплект, то здесь будет просто такая пластиковая втулка, типа шайба. Так вот, максимальная трубка должна быть прижата к этой шайбе, ну или, как в моем случае, к подшипнику. Вот так. Зачищаем и приклеиваем. Вот, я позачищал. Как мы видим, эти места уже не блестят. Глянец весь снял. Ну так, не сильно, не нужно протирать до дырки. Чисто снять верхний вот этот вот блестящий слой. Также я еще немножко прошелся наждачкой вот в этом месте, где будет фиксироваться сам Deadwood. Это тоже очень важное соединение. Потом наждачкой прошелся по вот этим краям на самой мотораме, которая будет приклеиваться. Ну и теперь обязательно нужно взять какой-нибудь растворитель. У меня это вот антисиликон. И вот эти места нужно обезжирить. Так, Deadwood тоже желательно обезжирить. В принципе, эта метка нам уже особо тут не нужна, потому что у нас есть метка на корпусе, и по ней мы будем ориентироваться. Так что, если сотрется метка на Deadwood, не страшно. Все. Это все мы обезжирили. Вначале будем приклеивать мотораму, а затем Deadwood. То есть приклеим мотораму, она буквально там пусть минут 10 постоит, прихватится, и тогда клеим Deadwood. Значит, говорю сразу, здесь нужно будет в итоге давать хорошие большие слои клея, особенно вот в районе, где будет выходить из корпуса Deadwoodная труба. Но этот клей очень долго застывает с большими слоями. Поэтому вначале мы даем минимальный слой, чтобы просто оно зафиксировалось. Минимальный слой застывает быстро. Чтобы оно зафиксировалось, когда мы уже увидим, что у нас все зафиксировано, оно уже больше не шевелится, тогда мы спокойно уже навалим хорошие большие слои, и можно будет там недельку где-то отдохнуть, пусть оно себе застывает максимально. Неделю я его трогать вообще не буду. И тогда уже можно сказать, что все будет полностью готово, что касается двигателя и грибного вала. Вот так сейчас все по меточке приклеим. И вот я еще не сказал, вот тут я нарисовал стрелку, вот я думаю видно. Вот стрелочку нарисовал. Эта стрелочка указывает на то, что вот видите, у нас здесь есть люфт. Мы специально его делали при изготовлении моторамы, чтобы можно было регулировать. Я померил, прикинул, что когда у нас моторама максимально уперта вот в эту сторону, вот сюда, к вот этому ребру, значит Deadwood стоит ровно. Поэтому я нарисовал стрелку, что когда мы клеим, мы упираем вот сюда. Все. Все выставлено. Начинаем клеить. Так, здесь у нас будет прилегание
очень плотная, поэтому здесь клея много можно не давать по бокам. По самим краям даем минимальный слой клея. А вот здесь вот возле отверстий, я уже прикинул, там расстояние довольно большое, и потом нам туда будет тяжело залезть. Поэтому здесь сразу накладываем такие большие валики. Пусть оно лишнее вылезет. Так, ну давайте чуть-чуть еще сам пластик, особенно вот здесь. Лишнее повылазить. Если больше, чем надо, не страшно. Намазали. И теперь будем приклеивать. Так, еще надо намазать, желательно вот эти торцы. Мы, конечно, их на пластике намазали, но на всякий случай пусть еще будет на металле. Все. Это есть ответственный исторический момент. Ставим Мотораму на клей. Так, по метке. Все по меткам. Так, ну на Deadwood метка у нас стерлась, когда мы обезжиривали, но есть метки на Мотораме. Так, тут вылезло. И прижимаем. Выставили. Тут, как я говорил, двигаем в эту сторону по стрелочке. Прижимаем. Визуально смотрю, что вал у нас ровно расположен. Эх, клей вылазит, немножко пачкается. Так. Вот здесь хорошо, что вылезло с отверстий. Значит, клея здесь дали достаточно. Ну и теперь можно клей немножко поправить. Все, ну теперь вот так полчаса постоит и будем уже приклеивать Deadwood. Кстати, Deadwood приклеивать будет довольно сложно, потому что нам очень важно не просто его приклеить, а чтобы это соединение было еще герметично в этом месте. И туда залезть клеем будет проблематично под сам Deadwood, потому что, видите, здесь, не хочу сильно наклонять, здесь такая ложбинка вот из пластика, и туда тяжело залезть. Я поэтому, ну, посмотрю, как это будет происходить, но я на всякий случай взял шприц такой большой и эту же трубку вот одел на шприц и сюда попробую заполнить немного клеем его, и вот этой трубкой попробую туда подлезть под сам Deadwood и туда налить клея, потому что вот этим носиком он довольно толстый и, конечно, туда будет сложно попасть. Но в результате мы, конечно, всю вот эту ложбинку здесь заполним клеем максимально, вот чтобы здесь прям был монолит такой целый. Правда, это придется сделать, как я уже говорил, в несколько этапов. Ждем, пока пристынет Моторама. Итак, прошло полчаса. Тонкий слой клея, который мы изначально нанесли, уже схватился. Моторама держится уже достаточно хорошо на корпусе. Конечно, еще не максимально приклеилась, но уже, в принципе, не шевелится. Значит, когда клей прихватился, я за кадром нанес уже вокруг Моторамы достаточно большие слои. Я, конечно, планировал сделать это немножко позже, но думаю, пусть оно уже застывает, как бы хуже от этого не будет. Все равно, как я уже сказал, мы когда все, уже весь клей нанесем, мы это на неделю оставим, он себе спокойно будет застывать. Сейчас мы никуда не спешим. Поэтому я сразу уже сюда наложил такие хорошие валики, подлил вот здесь хорошо по краям. Затем все-таки решил заполнить клеем вот эти вот большие отверстия, для того, чтобы было больше точек фиксации Моторамы с днищем кораблика. Вот здесь вот по краям наложил такие валики, там заполнил пустоты. И с этой стороны тоже вот позаполнял вот эти пустоты, наложил такие валики из клея. Ну и теперь наша Моторама, можно сказать, уже приклеена.
Тут теперь только уже осталась работа самого клея, ну и работа времени. То есть чем больше пройдет времени, тем лучше этот клей застынет. Можно клеить Deadwood. Сейчас будем пробовать наносить клей. Я думаю, что сразу я наполню шприц, который я показывал. Потому что я уже и так пробовал туда подлезть, но никак этот носик туда не залазит. Вот, наполняем шприц клеем. О, пошел клей. Теперь пробуем подливать. Так, еще такой момент. Сразу определитесь, где у вас будет расположен штуцер. То есть, потому что потом это уже поменять нельзя будет. То есть, если вы хотите, чтобы здесь проходила трубка, оставляйте в таком положении. Я хочу, чтобы трубка была в этом вот положении, поэтому вот так вот сюда ее перевернули. Еще раз проверили, чтобы трубка максимально туда упиралась в фиксатор винта. И начинаем подливать клей. Так, хорошо возле отверстия там все размазываем. Подливаем, и этой же трубкой можно размазывать. Есть. Теперь, когда там внизу под Deadwood'ом у нас образовался клей, то есть минимальный слой клея, мы можем теперь вот этим носиком дать туда клея побольше. И пока он еще жидкий, взять какую-нибудь, ну вот у меня кофейная палочка, и там прям его под этой трубкой вот так расшевелить и туда позагонять. Теперь обязательно вот тут сверху проклеиваем. Проверяем еще раз, чтобы трубка уперлась в фиксатор винта. Не забываем этот момент. Так, ну и в таком положении, в принципе, можно оставить. Тоже на полчаса. Сейчас прихватится. И я уже тогда здесь добавлю больше клея. Все вот это вот пространство заполним клеем. И тогда оно уже будет нормально себе застывать. Ждем полчаса. И вот прошло еще полчаса. Первый слой клея вокруг Deadwood'а немного подзастыл, уже схватился. И я опять же за кадром нанес уже финишный такой большой слой клея. Клея тут я совсем не пожалел. Заполнил полностью вот это все пространство вокруг Deadwood'а. Как видите, буквально до самого штуцера весь Deadwood в клею. Ну, здесь, возможно, так много его и не нужно было наливать, но я решил перестраховаться, чтобы потом не пришлось лишний раз разбортировать корпус. Потому как здесь функция клея не только, чтобы приклеить этот Deadwood, а еще самое важное — это герметичность. Ну и, конечно же, чем больше Deadwood'а будет в клею, тем лучше, потому как все-таки будут здесь довольно большие обороты, это все дело будет вращаться, и трубка Deadwood'а должна быть хорошо зафиксирована. В принципе, у нас все установлено, что касается мотора и грибного вала. На этом серию можно заканчивать. Единственное, что здесь еще останется закачать густую смазку в Deadwood. Но это мы уже будем делать, когда подключим электронику, ну и, соответственно, когда весь этот клей застынет. Пока это все включать нельзя. Почему нужно подключить электронику? Потому как смазка запрессовывается в Deadwood под оборотами. То есть мотор подключается к питанию, включаются небольшие, там, минимальные обороты, и с помощью шприца потихоньку смазка закачивается в середину Deadwood'ной трубы. По какому принципу это делается? Как я уже сказал, на маленьких оборотах двигатель постоянно работает. В этот момент мы подаем давление шприцом со смазкой. Смазка попадает в середину.
Здесь, поскольку штуцер у нас находится ближе к двигателю, соответственно, смазка первым делом начнет вылазить отсюда. Ее нужно постепенно там какой-то тряпочкой или салфеточкой убирать. И все это делать до тех пор, пока мы не увидим смазку вот здесь. Когда вот здесь, вот где винт, начнет появляться смазка, это будет означать то, что дедвудная труба полностью у нас заполнена смазкой. И через дедвуд не будет проходить вода, поскольку смазка у нас работает, ну, как смазка по прямому своему назначению, и также как гидрозатвор. То есть благодаря этой смазке вода не будет просачиваться между валом и дедвудной трубой. Вот. И еще такая вот штука хотел показать, да и самому интересно. Я когда прикидывал, какой длины дедвуд мне заказывать, у меня тогда вообще в принципе ничего особо не было, кроме корпуса. И я не знал, какой будет наклон этого дедвуда, не знал, насколько далеко он будет выходить из корпуса. Все это было тяжело прикинуть, пока не было там ни двигателя, ни моторама, ничего. Даже эта муфта, длина муфты тоже влияет. В общем, я взял так 15 сантиметров длину оси дедвуда и чисто так вот, просто наугад. К чему я это все веду? Я хотел, чтобы была такая длина, чтобы и сильно длинный не был этот дедвуд, но в то же время, чтобы когда мы его установим и потом склеим наш корпус, чтобы двигатель оказался не там вот где-то далеко, а чтобы его можно было видеть через люк для обслуживания. Как минимум это нужно для того, ну это, скажем так, желательно для того, чтобы можно было поменять щетки или в крайнем случае даже заменить двигатель, при этом не разбортируя корпус. И вот что у нас получается. Смотрите. Двигатель как раз напротив лючка. Да, конечно, с краю, но есть полный доступ к щеткам. Опять же, можно даже смотреть, контролировать, насколько щетки опускаются, насколько они там стираются, и в принципе вовремя можно будет заменить, при этом не разбортируя корпус, потому что довольно часто бывает, что двигатель оказывается где-то там, и туда уже никак не залезть, в случае чего, в случае какого-то обслуживания двигателя надо разбирать полностью кораблик. Поэтому вот так вот получилось. Да, как бы впритык, но, можно сказать, угадал с длиной дедвуда довольно-таки хорошо. Это приятный бонус. Конечно, если бы сейчас оказалось, что двигатель там где-то сзади, это не означает, что я бы там менял бы дедвуд. Нет, я так бы и оставил, но просто уже было бы как-то не совсем удобно. А так с длиной угадал. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересных серий. Если не смотрели прошлые серии, тоже рекомендую посмотреть. Там очень много важных моментов по сборке кораблика. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых серий. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.